Рейсовый автобус задержался на 10 минут, но все-таки пришел. Какое счастье, а то Таня уже подумала, что ей придется добираться домой на такси или автостопом, а это далеко не самый лучший способ доехать до дома. На такси дорого, автостопом опасно. Таня жила сейчас за городом в деревенском домике, доставшемся ей по наследству от родной тети. 2 года назад этой одинокой и доброй женщины не стало, и оказалось, что в завещании она отписала свою недвижимость на имя любимой племянницы. «Если хочешь, можешь поехать и пожить там», так Тане предложила мама, «не понравится, продашь дом и вернешься». Они жили тогда в Новосибирске, и Тане, в общем, не хотелось переезжать из большого города в маленький, но она только что окончила строительный колледж и пока еще не нашла работу, поэтому решила попытать счастье на новом месте. Если не получится там устроиться, то и впрямь продаст теткину невидимость и вернется домой при деньгах. Таня переехала на новое место, и так ей понравился этот маленький, ухоженный, уютный домик, что она захотела там пожить хотя бы несколько дней, а потом несколько месяцев, так и год прошел. Климат здесь был помягче, чем в Сибири, за счет того, что весна в этих краях наступала значительно раньше, и холода были не такие суровые, как в родных местах Тани. На какие же средства она все это время жила? Сперва Татьяна устроилась в поселковый магазин, но ей там не понравилось работать, и она стала искать работу в городе, благо автобус туда из поселка ходил регулярно. Таня уволилась из магазина и в первый же день поисков в городе наткнулась на объявление о наборе операторов в колл-центр, пошла по указанному адресу, и ее сразу взяли туда работать. Работа оператором колл-центра стала очень интересным и в чем-то даже забавным опытом для Тани. В огромном зале там стояли рядами столы, оборудованные под рабочее место операторов. Столы были разделены перегородками и образовывали что-то типа ячеек. В каждой ячейке стояло по компьютеру, и за этими компьютерами сидели люди. В основном это были девушки с наушниками с микрофонами. Они должны были проводить опросы по случайным номерам, то ли сгенерированным компьютерной программой, то ли заранее забитыми чьей-то доброй рукой в некую электронную базу. И вот, когда все эти девушки разговаривали вслух с клиентами, то в зале стоял непрекращающийся гул, как в пчелином улье. Девушки и впрямь трудились в этом колл-центре, как пчелы. Правда, зарплату за свой труд получали мизерную. «Привет, как тебя зовут?» В первый же день обратился к Тане парень, который там работал. «Татьяна», — ответила Таня, — «а тебя?» «А меня зовут Тимур», — сказал парень и немного смущенно продолжил. «Ты?» «Не могла бы мне одолжить немного денег? Рублей 200, 300, 500, но лучше пару тысяч. А то у меня кошелек совсем пустой, а до зарплаты еще жить и жить». «Ой, ты знаешь, я сама сейчас на мели, так что, наверное, не смогу», — ответила Таня, «я карту кредитную в банке взяла, ею и пользуюсь». «Так давай с нее и снимем», — оживился Тимур. «Не-е-ет», — покачала головой Таня, — «будет большая переплата». Тимур фыркнул, повернулся и ушел. «Что денег просил?» — послышалось за спиной Тани. Она повернулась и заметила девушку. Это была симпатичная, задорная девушка с ярким макияжем, и на фоне мрачного офиса она казалась инопланетянкой. «Ага», — кивнула Таня. «Не дала?» «Нека». «Ну и правильно, он у всех просит». «Тебя Таня зовут?» «Да». «А меня Джулия». «Джулия». Девушку и впрямь звали Джулией. Оказалось, что ее мама была ярой поклонницей сериала «Санта-Барбара» и назвала ее в честь одной героини из этого сериала. Таня потом еще пересекалась с Джулией за перекусом в столовой, но они так и не подружились. Дружить здесь было некогда, работали много. Из-за маленькой зарплаты Таня продержалась там всего 2 месяца и уволилась. Денег ей не хватало,
карьерного роста там почти никакого не ожидалось, поэтому ушла. «Мам, там просто дно какое-то», – возмущалась Таня, разговаривая с мамой по телефону. Мама поддерживала дочь и морально, и материально, делала ей иногда денежные переводы и даже однажды прислала посылку с 3-литровой банкой красной икры и кедровыми орешками. Не через почту, конечно, знакомый мамы дальнобоем занимался, вот и прихватил по пути посылочку. Эта икра Таню здорово выручала, если честно, спасибо маме. После колл-центра Таня устроилась на швейную фабрику. Она с детства умела и любила шить, поэтому сперва работа швеей была в радость, а потом начальство стало слишком загружать шитьем, и появилась сильная усталость. Но зарплату на этой фабрике платили приличную, поэтому Таня решила потерпеть до весны, а там, может, что-то еще подвернется. И вот, как раз на рейсовом автобусе она в тот вечер и возвращалась домой со смены на фабрике. В автобусе из пассажиров кроме нее никого не было, Таня удобно уселась на сиденье и задремала. Все равно ее остановка конечная, так что, если что, водитель разбудит. Татьяна уже погрузилась в достаточно глубокий сон, когда автобус тряхнуло, качнуло, и он остановился. «Ах, ёпересете!» – послышался голос водителя. «Что случилось?» – крикнула ему Таня. «Колеса пробили обо что-то», – обреченно сообщил водитель. Это был молодой парень, чуть постарше самой Тани. «И что теперь делать?» – недоуменно спросила она. «Менять», – обреченно сказал водитель. «Так темно же», – заметила Таня. «А другого выхода нет, тем более, что здесь мобильная связь отсутствует, а так можно было бы кого-то вызвать на подмогу». Делать нечего, Таня осталась сидеть в автобусе, а водитель пошел менять колеса, благо, хоть у него как раз 2 запаски были прихвачены. Долго ли, коротко ли, но работу он уже заканчивал, даже предупредил Таню, что минут через 15 должны поехать. «Вам помочь?» – спросила она, высунувшись из автобуса. «Да, можете собрать вокруг меня мелкий инструмент в ящик, чтобы быстрее поехали». Таня спрыгнула на заснеженную дорогу, стала сбирать инструменты, как вдруг вдоль обочины появились маленькие зеленоватые огоньки. Как будто летние мотыльки вдруг проснулись и стали летать возле темных елей. «Ой, что это?» – недоуменно воскликнула Таня. Парень отвлекся от колеса и посмотрел в направлении, куда показывала его незадачливая пассажирка. Вдруг он неожиданно взвизгнул, прямо, как испуганная девочка, схватил Таню за руку и рванул в автобус, мгновенно закрыв там за собой все двери. «Что? Что там? Инопланетяне?» – допытывалась она. «Да, какие, к чертям, инопланетяне, посмотри же, это огромная стая волков!» – закричал он, или псов, или каких-то других животных. Но это были никакие не псы и не другие, а именно волки. Они вышли на дорогу и без страха приблизились к автобусу. Окружив его, они остановились в тусклом свете фар и начали выть. «Господи, какой зловещий вой, аж мороз по коже», – тихо сказала Таня, – «что нам теперь делать?» «Ничего», – ответил водитель, – «будем сидеть и ждать, пока они не уйдут, потому что второе колесо я еще не доделал». «Зашибись, торчать здесь всю ночь теперь», – покачала головой Таня. «А как тебя зовут?» «Майрис», – ответил водитель. «Никогда такого имени не слыхала», – удивилась Таня. «Бабушка была родом из Прибалтики, она и попросила так меня назвать, можешь звать Мишей или Майклом, если не запомните это имя», – сказал водитель. «Нет, я запомню», – уверила его Таня, – «Майрис». «Красиво звучит». Волки тем временем продолжали выть. Их было много, очень много, штук 50, не меньше. Или Тане так казалось, у страха же глаза велики. Какое-то время этот кошмар продолжался, а потом вой затих, и волки ушли, как будто растворились в ночи. «Вот, что это было?» – покачал головой Майрис. «Жуть,
жуть. Но они ведь спокойно себя вели, и это еще больше удивляет. Мало ли, вздохнула Таня, животные нас понимают лучше, чем мы их. Он принес свой термос с кофе и пакет с пирожками и угостил Таню. Нужно было выходить и заканчивать с колесами. В такое позднее время вряд ли кто-то поедет мимо, разве что утром грейдер станет дорогу чистить, но до утра слишком долго ждать. Все-таки он набрался смелости и вышел, доделал колеса. Уже, когда он закончил работу и собрался уходить, из леса опять вышли волки. Стая осталась вдалеке, а к Майрису подошел только один волк. Зверь лег на брюхо и пополз к человеку, как будто умоляя его о чем-то. «Нет, я так больше не могу», — даже рассердился Майрис, сделав пару шагов в сторону волка. Волк остановился и отполз назад. Тогда Майрис сделал еще пару шагов. Волк опять отполз. «Господи, да он куда-то зовет тебя!» — крикнула из приоткрытого окна Таня. «Оставайся в автобусе, а я пойду за ним», — сказал водитель, направив фонарь в сторону елей, уверенно направился к стае. Стая расступилась, растеклась по придорожным кустам и деревьям, и он больше не видел их, только один волк шел впереди него, указывая дорогу. Страха у человека уже не было, он чувствовал присутствие диких животных повсюду, но был невозмутим. Ему казалось, что тихий и уверенный голос в его голове внушает, чтобы он не боялся. И тут Майрис все понял. Под поваленным деревом лежала волчица. Парень почему-то сразу догадался, что это именно волчица, а не самец. Наверное, потому, как сопровождающий его волк подбежал к ней и лизнул в ухо. Дерево придавило волчице лапу, ей никак было не выбраться из-под толстого ствола. «Я попробую», — пообещал Майрис. Кому он это пообещал? Волку? Бедной волчице? Сам себе? Он обхватил ствол руками и резко дернул его. Дерево сдвинулось, потеряло опору и скатилось во враг. Волчица была спасена. Она немного хромала, когда уходила, но на волках все быстро заживает, Майрис это знал. Он посмотрел вслед неспешно удаляющейся стае. Потом вернулся в автобус и об всем рассказал Тане. «Эх, зря я с тобой не пошла», — расстроилась она. «Может быть, и зря. Это было потрясающее ощущение, как будто они приняли меня к себе», — сказал он, завел автобус и повез Таню в деревню. После этого случая Майрис и Таня подружились и начали встречаться. Потом они поженились и стали жить в маленьком домике Тани. С ними случались разные истории, они попадали в различные ситуации, это была их обычная, повседневная жизнь. Майрис все так же продолжал работать на рейсовом автобусе, и иногда зимой, когда он возвращался с работы домой на своей машине, на том участке дороги, где он помог волчице, из кустов выскакивали волки и сопровождали его машину. Это бывало очень редко, поэтому Майрис ценил такие моменты и никогда не забывал то чувство единения со стаей, с природой, которое испытал однажды. Дорогие читатели, не ищите документальных подтверждений этой истории. Автор выдумал ее из головы. Наверное, этот добрый рассказ можно было бы назвать фантастикой, но хотелось бы, чтобы гармония человека с природой стала уже, наконец, не фантастикой, а реальностью. Люди, берегите природу, ведь мы ее часть.